Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про SocialFi проект Ethos, а точнее 11 продуктов, которые построены на основе этого инструмента. Досмотри видео до конца, будет полезно и интересно. Погнали! Забегая наперед, скажу, если вы не смотрели первое видео, там я рассказываю вообще, что такое Ethos, как к нему нужно подходить, где брать инвайт и, соответственно, что нужно там делать, чтобы мы не теряли время в этом видео, потому что оно будет достаточно продуктивным. Обязательно посмотри первое видео и переходи ко второму. Но если вдруг ты уже нашел инвайт, зашел, зарегистрировался, получаешь первый скор, первый XP и, соответственно, знаешь, как отправить вауч, как получить, что такое ревью и тому подобное. Мы переходим ко второй части, это вкладочка Build on Ethos. То есть здесь мы смотрим те продукты, которые построены на основе Ethos, и можем очень хорошо бустануть свое понимание к этому продукту и пойти по лидерборду, да и вообще в своем скоре и в понимании куда выше, чем больше 90% юзеров. Давайте обо всем по порядку. Когда вы сюда перешли, у нас есть вот такие вкладочки Apps, 11 приложений их разберем. Есть агенты, они так или иначе помогают, там пишут отзывы, информируют о каком-то слэше, еще какие-то моменты. Есть интегрированные продукты, про них мы не будем говорить, можете посмотреть. И первый app называется Invite Visualizer. Давайте на него перейдем. И в первом эпе мы можем посмотреть визуализацию инвайтов, кто кого пригласил, до какой глубины. На данный момент у меня нет инвайта, потому что я зашел и уже 2 недели не дают инвайт. Но, соответственно, мы можем посмотреть, выбрав любого человека. Ну, давайте по поиску, например, введем Buzz. Это один из билдеров, и здесь мы можем посмотреть следующую информацию. Это кто пригласил База, кого он пригласил, сколько у него осталось инвайтов. Сейчас загрузится вот такая вот схема. Здесь показано, что можно посмотреть профиль, количество людей и глубину. Ну, давайте до 4 глубины. Если мы немножко поскроллим, увидим вот, в принципе, Баз, кого он пригласил, первая линия, и дальше можно посмотреть вторая линия, дальше третья линия, 4 и так далее. То есть такая визуализация, если у вас будет расширенная схема людей, которых вы пригласили, либо хотите посмотреть, кто кого пригласил, можете сюда зайти. Далее второй app, максимально простой, человый, называется Titos. Здесь за чашечкой чая, как говорится в этом приложении, можно посмотреть, какие ревьюшки кто кому оставил последний. То есть ничего супер эксклюзивного, просто зайти в поиске, вбить определенные слова, и он вам покажет весь список. Давайте пойдем далее. Далее у нас Abstract Giganats Dashboard. И как раз таки эти гигачаты, основные, можно сказать, люди с комьюнити абстракта, здесь оставляют друг друга воучи, ревью, и эта таблица показывает, кто кому сколько оставил, когда. То есть если вы активно участвуете в абстракте, вот этот дашборд вам будет полезен. Найти, во-первых, новых гигов, познакомиться, посмотреть, кто из них есть в Этосе. Вот здесь миссинг, кого нету. То есть такой узкий лидерборд, именно абстракт. Почему так быстро проходим? Потому что дальше будет немного расширенное, больше времени потратим, затягивать не будем. Четвертый у нас персонал Spider Graph. Давайте перейдем. Это определенная графа категории, к которому вы относитесь посредством своего контента. То есть АИ интегрирует ваш профиль, вы сюда пишете в поиске и анализирует. Давайте, к примеру, вобью себя. Любого человека вводите, кто есть в Твиттере, и показывают основные метрики. На 83% инфлюенсер, контент-креатор и деген. И здесь можете посмотреть вот такую вот табличку. Сколько ревьюшек оставили, сколько воучи оставили, какой счет и так далее. Также вот база, у него разработчик, билдер, инфлюенсер. То есть 3 основные категории. И так можно просмотреть каждый профиль. Небольшой анонс. Расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное — моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи, простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров. Также отдельные условия для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. Все эти эпы нацелены на то, чтобы любой пользователь зашел на страничку человека и посмотрел, чем он занимается,
какая у него репутация и вообще как о нем пишут люди, что о нем пишут люди. То есть это Web3 цифровая репутация в прямом его виде. И внизу, кстати, написано, кто создал. Serpentax — это основатель Этоса. Он часто проводит прямые эфиры, где билдит различные приколюхи. И вот есть дополнительные билдеры тоже, которые создают свои продукты. Далее у нас графа Review for Review Analysis. Это одна из важных граф. Сейчас мы о ней более подробно поговорим. Когда мы сюда перешли, здесь есть ссылочка, давайте я себя тоже веду. Есть поисковик, который показывает, сколько взаимных ревью вы оставили. Если вы уже в Этосе, или если нет, ревью — это когда вы оставляете отзыв кому-то, вам оставляют, за это начисляется скор. И чем больше у вас взаимных ревью, особенно если вы это делаете быстро, тем хуже. То есть здесь как раз-таки показано по системе Сивиллы, либо же люди, когда просто, чтобы набить скор, друг другу оставляют миллион этих отзывов, не всегда качественных, и здесь как раз-таки показано. Когда вы вбили свой профиль, либо чей-то, тут показано, сколько ревью оставил, сколько мне, сколько взаимных, вот всего 2 взаимных у нас. Какой скор взаимных ревью, то есть если вы в зеленой зоне, это хорошо, по-моему, до 25. Если вы в желтой зоне, это не очень хорошо, очень много у вас взаимных, вы, так сказать, немножко подозреваетесь на Сивиллу. И если в красной, сейчас я покажу, это очень плохо. Вот здесь желательно, идеально, когда у вас будет 0. Здесь более подробная статистика с мультипликаторами и как это высчитывается. И ниже показана ваша графа, то есть визуализация, кому вы, кто вам оставлял, вот слева стрелочки можете. И справа показано, кому я оставлял, а вот это зеленое, это взаимное ревью. Ниже показана более детальная информация, вот по времени показано, то есть когда мне человек оставил ревью, я ему оставил спустя 6 часов. Я этого человека знаю, мы хорошо общаемся, действительно позитивно о нем отвлекаюсь, но из-за того, что через 6 часов оставил, пометочка такая, не очень хорошо, и через час вот отставлял. Также вот Эрос оставляет многим негативные отзывы, но сейчас его более-менее пофиксили, он мне оставил негативный, я объяснил, почему он не прав, и он, соответственно, убрал свой комментарий. Так тоже возможно, кинул его в архив. И давайте я покажу пример человека с более высоким скором, чем у меня, вот, например, и посмотрим его статистику. 61 отзыв отправил он, 60 ему и взаимных 52. Это говорит о том, что бот, скорее всего, считает его искусственно выращенным скором, что с кем-то он там договаривался, либо еще какие-то действия. 85% и 7-й левел. Это очень-очень плохо. Так делать не нужно. Вот так вот она выглядит. Если у вас есть зеленые и красные линии, зеленые окей, это взаимные, просто делайте спустя 7 дней. Хотя бы, если действительно вы человеку хотите оставить взаимный отзыв, спустя 7 дней делайте. Красные — это если делать человек очень быстро. То есть можно посмотреть 2 минуты, 20 минут, 18, это не очень хорошо. Думаю, более детально вы сами зайдете и посмотрите. Следующая апка у нас Dune Analytics. Этот дашборд я уже показывал в первом видео, на нем зацикливаться не буду. Тут основная информация, потом какой TVL у проекта, TVL Watch, сколько людей зашло. Ниже можно посмотреть чарт, сколько людей кинул Watch, то есть застейкал эфир на другого человека, заблокировал в сумме, то есть 50, 100, 200. Здесь очень много полезной информации, обязательно зайдите, посмотрите. Также можно посмотреть, какое количество людей в нейтральном находится ранге, в высшем ранге и так далее. Поэтому на этом заострять внимание не будем, уже о нем говорил. Следующий app — это Forecaster профиль View, то есть здесь можно посмотреть, кто из участников Forecaster есть в Ethos. То есть тут уже эпка внедрена, в поиске выводите никнейм любого человека, и можно посмотреть уже сразу как некое такое расширение, вкратце всю информацию о нем в Этосе. Один из полезнейших инструментов — это Этоскоп, давайте к нему перейдем. Я тоже заострять на все внимание не буду, это более расширенный функционал всех функций, которые есть в самом Этосе. Если вы сюда зайдете, здесь более детально все показано. Опять же, если мы перейдем в Apps, это то, о чем я сегодня рассказываю, это Validators, это NFT коллекция 256, если не ошибаюсь. У кого какое NFT, как он ее получил, вот аирдропом в пресезоне в нулевом участвовал. И можно посмотреть каждого ST, вот здесь вот на предмет NFT. Далее в поиске это Wrapped можно ввести Ethereum кошелек. Эта информация
информация говорит о ревьюшках, кто какие действия делал. То есть вот начальные ревью, последние больше всех набрали просмотров, лайков, дизлайков и так далее. Менеджер ревью, здесь можно управлять теми отзывами, которые вы написали. То есть кинуть в архив, либо изменить. Можете это тоже глянуть. Маркет, я думаю, не нужно объяснять, что это такое. Здесь торгуют, соответственно, репутацией, либо вы повышаете траст, либо дистраст, и на этом можно зарабатывать. Это уже по вашему усмотрению. За это, кстати, хорошее количество XP дают. Графа репутации, в принципе, все то же самое. Краткая информация с визуализацией, с кем я взаимодействовал. Слэш history, здесь показана вся история слэшей, кто кого резал, кто забирал скор и так далее. И есть стат дашборд. Здесь мы вводим кошелек и показывает полную статистику. В пресезоне не участвовал. Первый сезон, сколько XP, сколько потенциально я могу заработать за первый сезон, сколько у меня стрик, 18 дней подряд захожу и участвую в еженедельном дейлике. И стрик лидерборд также имеется. Далее у нас Ethosians, мы его оставим на конец. Это responsive score. Давайте нажмем. Здесь вкратце тоже можно посмотреть информацию, но честно, этой апкой я не пользуюсь. Она очень скудную инфу показывает. Все вышеперечисленное уже есть. Поэтому также можете ввести сюда никнейм любой. Давайте покажу. Вот он даже что-то не хочет прям показывать. В общем, попробуйте сами. Дальше Social App Dashboard. Web3 площадка, которая помогает так или иначе юзерам какие-то статистику, анализ посмотреть, чекеры. Иногда сюда заглядываю, что-то интересное появляется. И давайте перейдем уже в Ethosians, в крайний ап, максимально полезный и углубленно детальный, который можно посмотреть абсолютно все. Первая страница нас встречает общая статистика всей платформы. Это сколько юзеров, сколько воучей, сколько залочено и так далее. То есть вот это можно посмотреть. Вот за последние 7 дней 330 человек всего пришло, потому что сейчас 2 недели инвайты не давали, но вроде на момент записи видео в пятницу должны раздать уже новые инвайты. Если они будут, я в своем твиттере обязательно разыграю. Подпишись на мой твиттер. Вот здесь вот сейчас скриншот будет, ссылочка будет в описании. Можно грубо сказать, что это улучшенная версия Dune Analytics и Ethoscope, о которых мы с вами сейчас говорили. По всем вкладкам не будем проходиться, можно на час это все растянуть, по основным пройдусь. Во вкладке профиль, здесь вот нажмем стрелочку, это профиль Overview, здесь показано скор определенный, какое количество людей находится, например, в рейнже 1200-1300, это 55% людей, дальше 1300, то есть по 100 скора вот такая вот графа, сколько людей находится. Ниже можно вот в таком списке посмотреть, и всю статистику по профилям можно глянуть. Далее у нас есть такая же статистика по ревью, кто кому какие отзывы оставляет, по общей статистике, по количеству. Есть вауч. Давайте нажмем вауч статистику, посмотрим. Вауч — это когда вы другому человеку блокируете свой эфир в знак признательности его контента, его репутации и так далее. И вот минимальное количество 0,01 эфира до 0,02 большее количество людей как раз таки использует. Дальше можно посмотреть по статистике, почему-то здесь такой провал, и уже с 0,1 эфира и выше почти 5%, то есть больше 70%, 75% стейкают от 0,1-0,1. Эта графа вам покажет, что вы можете повысить свой уровень в лидерборде в общем, если вы будете, например, стейкать, блокировать эфир больше, чем 0,02. Вы уже будете получать, скорее всего, больше XP, не знаю, как алгоритмы работают, и в лидерборде подниматься выше. А в будущем, возможно, какие-то вознаграждения за этот лидерборд будут. Здесь также можно посмотреть по количеству ваучей, топ-10 людей, и по сумме ваучей. Далее вкладочка «Вот» у нас есть. Давайте вот Search перейдем. Здесь введу свой никнейм. И тут показано, какое количество лайков либо дизлайков вы поставили, только здесь это называется upvotes и downvotes. Вот у меня 73 upvotes я поставил, и можно посмотреть кому. И есть 4 upvotes, то есть я редко ставлю негативные, либо пропускаю, либо же если действительно человек заслуживает какое-то неэтичное поведение, либо вранье, ложь, я ставлю дизлайк. А во вот анализ уже показана общая статистика. 94% ставит положительных upvote,
и только 6 негативных. И здесь лидерборд злостных людей, кто любит негативные ставить, ну, скорее всего, они ставят обдуманно и адекватно, потому что дурачков тоже хватает. И, в общем, вся вот здесь вот информация присутствует. Также у нас вся информация по слэшу и инвайт визуализацию я уже показывал. И также есть мини-эпсы, о которых мы говорили, но здесь есть дополнительные, обязательно это посмотрите. Давайте сделаем небольшой вывод, для чего, собственно, это анализировать, для чего это смотреть. Во-первых, вы поймете, на каком месте в лидерборде находитесь вы, что вам сделать, чтобы подняться выше, как люди поступают и как не нужно делать, какие, собственно, метрики есть, на что обращают внимание. В общем, это углубленный анализ, который обязательно вам поможет в формировании вашей репутации. Если у вас все хорошо, вам не нужно вообще туда заглядывать, но лучше знать эти продукты, они постоянно добавляются. Если вы каким-то эпом пользуетесь, напишите в комментарии, каким, мне интересно посмотреть ваше мнение. Если видео понравилось, ставьте лайк. Всем пока.